Я вас категорически приветствую, с вами Граюр. Давно я вас не радовал способами фарма разного контента в море, но к Новому году я не хотел оставлять вас без подарка. Поэтому пришла пора рассказать о том, как можно быстро прокачать Орден Душ, заработать дублонов и закрыть свершение Пламенеющее Сокровище, а также свершение Драгоценная Компания и Первоклассные Сокровища, которые закрываются через Королевские Сокровища. Впрочем, многим игрокам нужна только валюта, поэтому присаживайтесь поудобнее и мы переходим к нашему фарму. Перед тем как фармить, нужно подготовить наш сетап. Для того, чтобы нам поставить на поток наш фарм, необходимо заролить на один сервер 2 корабля. Можно и больше, но в текущих реалиях это сложно, поэтому мы будем играть на 2 кораблях. Рекомендуется заролить галеоны, так как они занимают 8 мест на сервере. Плюс нам важен физический размер корабля, поэтому галеон здесь явный фаворит. Бригантины также подойдут за счет своей длины и занимаемых 6 слотов на сервере. Важно отметить, что нам не нужно для фарма иметь 6 или 8 человек. Можно фармить и вдвоем, просто сам процесс будет чуть медленнее, чем хотелось бы. Напоминаю, для того, чтобы заролить 2 корабля на одном сервере, необходимо поднять паруса из главного меню одновременно. Шанс заролиться на один сервер гораздо выше в дневное время, чем в вечернее, так как игроков меньше. А чем больше людей участвует в роли серверов, тем быстрее вы найдете 2 корабля. Итак, корабли заролены. Что дальше? Закупитесь ресурсами для защиты корабля на случай непредвиденных нападений от игроков или ПВЕ активностей. Затем нам необходимо выбрать остров для фарма. Подойдет абсолютно любой остров, на котором вылезают скелеты. Но если вы хотите фармить дублоны, то приоритет стоит отдать лагерям скелетов, так как на них чаще всего появляются капитаны, предлагающие ключ пепла и контракт на пламенеющий сундук. И самым лучшим островом для фарма и черепов, и дублонов станут Пальмы Пирата. Из плюсов позиционирования. Это один из северных островов, где с севера угрозы нет, и вам достаточно следить за остальным горизонтом. Также здесь меньшая проходимость ПВЕ активностей. Демонстрировать фарм будем на Пальмах Пирата, но напоминаю, что этот способ работает и с другими островами. Первый корабль подплывает к острову, высаживается и ищет капитана. Если его нет или он был убит, второй корабль начинает медленно подплывать к этому же острову, и ему необходимо остановиться в тот момент, когда появляется баннер острова. По мере приближения второго корабля к острову в определенный момент должен появиться новый капитан, или даже капитаны, и напасть на игрока или игроков, которые находятся на острове. И эти игроки должны убить новых капитанов. И вот на этом моменте начинается самая сложная часть сетапа. На втором корабле, который стоит на отдалении от острова, нужно найти зону, где срабатывает триггер появления скелетов. Он находится примерно на границе появления баннера, и игроку на корабле необходимо бегать по всей палубе корабля, чтобы найти эту самую зону. Если игрок на корабле встал на правильную позицию и он пробежит своим пиратом через эту самую границу, то на острове появится скелет-капитан. И будет продолжать появляться дальше, если игроки на острове будут убивать капитанов. А игроки на корабле будут постоянно пересекать эту самую границу, бегая туда-сюда. Поэтому рекомендуются для фармы галеоны и бригантины за счет их длины. Да, вы можете фармить и через шлюпы, но так вам будет сложнее попасть в зону триггера. Даже для записей футажей мы не с первого раза припарковали корабль верно, и приходилось отплывать от острова и заново парковаться. Но я думаю, у вас получится с опытом парковки возле острова. И вы, наверное, спросите, а что по скорости фарма и количеству лута? И вот вам демонстрация того, что вы можете нафармить, играя только вдвоем. За 8 минут фарма скелетов капитанов. Остальное время я выкапывал сундуки. При таком способе фарма за несколько часов вы сможете заработать десятки тысяч дублонов без особых проблем и огромное количество золота за счет черепов. Но не переусердствуйте. Серверу будет становиться плохо от огромного количества лута в одном месте. И что мы имеем по итогу? Бесконечный фарм скелетов капитанов, с которых гарантированно падает трофейный королевский череп и контракт на этот остров. В контрактах прикопки встречаются ящики для хранения с припасами, сундуки и трофеи жнеца, редко цитадельные бочки с порохом, а также пламенеющие сундуки, необходимые для фарма дублонов. Хотите фармить только черепа? Ставьте Орден Душ или Костей Жнеца.
Дублоны? Тогда ставьте костей жнеца, чтобы получить дублоны по максимальной выгоде. И это весь гайд. Если вам понравился ролик, не поленись и поставь лайк. А если еще не подписан на мои соцсети, то заглядывай на Twitch. Ссылочка в описании. А у меня на этом все. С наступающим вас 2025 годом. Всех благ и до новых встреч!